Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить на тему «Любовь или деньги? Что выбрать в жизни?». Я ответила себе на этот вопрос, и ответ я скажу чуть позже. Я хочу начать с фильма «Титаник». Вы сейчас поймете, почему я начала с этого. Это история паренька Джека, обычного парня, который выиграл случайно билет на «Титаник», и богатой наследницы Розы, которая вот-вот выйдет замуж по расчету. Их история любви показывается на фоне грандиозного крушения «Титаника». И здесь неравный союз, когда богатая девушка с просто нищим, как мышка, парнем. Такие истории случаются в жизни, о них я сегодня тоже поговорю. И помните, там такой момент был в «Титанике», когда перед ней стоит выбор. Она может спастись, сесть в лодку, но она этого не делает, она бежит, она кричит «Джек, Джек!», а Джек прикован наручниками, и он на нижней палубе, и нижняя палуба заполняется водой, а она его там хочет спасти. В общем, это просто душераздирающие сцены, у меня всегда были мурашки, и я всегда себе задавала вопрос, когда смотрела фильм, и на этом моменте, как бы я поступила, что бы я сделала. То есть, конечно, Роза понимала, что, скорее всего, зная информацию, что лодок на всех не хватит, она понимала, что, скорее всего, они погибнут. И она все равно сделала выбор остаться с Джеком, остаться со своей любовью. И я бы тоже осталась, я бы не села в лодку. Ну, давайте так, значит, любовь — это самое глубокое, самое сильное чувство, которое может испытывать человек. И я думаю, что ради этого, и, наверное, это самое главное, ради чего стоит жить в жизни. Можно без любви прожить, но вопрос, какая это жизнь будет, какое качество жизни будет. Это вот когда тебя пронизывает током, когда тебя просто вот ни с того ни с сего у тебя появляется какая-то сильная тяга к другому человеку, которого ты не знала, жил он своей жизнью, и ты жил своей жизнью, и тут раз вы встречаетесь, и невероятная какая-то химия происходит. То чувство, которое не купишь ни за какие ковришки, ни за какие деньги, это состояние ты не купишь, когда ты чувствуешь, когда другой человек чувствует, когда возникает вот эта теплота, нежность по отношению друг к другу, страсть. У меня был случай очень давно, не спрашивайте, правда, это было давно, когда я попала в стриптиз-клуб, и там женщина, я разговаривала с ней, она богатая, и она приходила в стриптиз-клуб, платила деньги мальчикам этим, которые в данный момент ее одаривали своим вниманием, и этого было, я не знаю, что там было дальше с этой женщиной, но ей хотелось получить хотя бы чуть-чуть вот этого внимания. То есть вот это вот тот случай, когда женщина платит деньги, вот у нее все есть, какие-то достижения на работе, деньги, а нет вот этого, нету любви, нету человека с искренними своими чувствами. Или некоторые думают, что они могут купить любовь. Вот он сейчас все заработает, и это чувство или этот человек появится. Но здесь встает выбор, особенно сейчас выбор этот остров встает у девушек, потому что мир материален, и я знаю тоже множество случаев, когда парни или мужчины, имеющие хороший достаток, притворяются, что они на самом деле бедные, подъезжают на какой-то скромной такой машине, может быть даже русского происхождения, и одевают очень скромную одежду, никаких, естественно, там дорогих часов, обуви, и хотят, чтобы их полюбили настоящими. И вот оно, проявление абсолютно такого человеческого качества, человеческого желания, когда хочется, чтобы тебя полюбили не за твои достижения, не за твои деньги, не за все это, а вот просто тебя как человека. Говорят некоторые психологи, что люди все-таки должны
соединяться на равных. Если, грубо говоря, девушка крестьянка, то вот ей подойдет тоже крестьянин какой-нибудь. То есть на современный лад, если какой-то обычный среднестатистический парень, который живет обычной жизнью, вот ему подойдет такая же девушка. Или это какой-то вот из верхов, какой-то богатый наследник, то ему подойдет примерно такая же, ну, то есть какое-то, чтобы равенство было. Согласна ли я с этим? Ну, наверное, отчасти, потому что если подумать, как проводить досуг, вот когда, например, вы встретили свою любовь, и здесь начинаются моменты того, что один человек привык ходить в дорогие рестораны, а другой даже этого никогда не знал. Если я просто предполагаю, у меня возникли чувства, например, вот я хорошо зарабатываю, я привыкла ходить в хорошие места и хочу ходить в хорошие места, а мой молодой человек не может себе этого позволить. И на первых порах, тем более мы такие девушки, что мы готовы ждать или верить в своего суженого, или чем-то пожертвовать. И на первых порах, наверное, это не будет так, ну, сильно какой-то контраст чувствоваться, но потом он почувствуется на самом деле, потом появится недовольство, а с недовольствием может и любовь немножечко утихать. И, конечно, на одной любви не уедешь, с милым в рай шалаше, вот эта вот знаменитая фраза «это все хорошо», но все-таки реальная жизнь несколько другая, можно романтизировать, но когда ты оказываешься в настоящей жизни, то романтика тоже может очень быстро испариться. Я хочу сказать, что абсолютно нету параллели в том, что человек богатый будет плохим, или человек, который зарабатывает мало, но он будет очень-очень хорошим, и у вас будет такая светлая и чистая любовь. Это тоже все можно оставить для сюжетов кинофильмам, а реальная жизнь показывает, что только капитально не устроен по жизни, что он недовольный, что он это недовольство будет вымещать на тебе, что он все время будет как-то конкурировать с тем, что вот показывать, что я лучше, потому что внутренне он не удовлетворен. Поэтому здесь никакой параллели нету. Также, например, богатый человек, он может быть жутко интересный, у него может быть очень много жизни, увлечений. В любом случае, конечно, если бы все соединилось в одном, когда он богатый, когда ты его любишь, когда у тебя все хорошо, когда, ну даже не богатый, когда в достатке все, да, и когда он еще и красивый, и спортивный, ну в общем все, вот все в одном. Ну так же редко бывает, правильно? Я знаю очень много ситуаций, когда девушки просто чувствуют себя как в золотой клетке. Они женятся, я сама ощущала это чувство. Когда ты понимаешь, что да, ты ну, по финансам вообще никаких вопросов нету, но когда ты себя чувствуешь просто в запертой, тебе начинают говорить, что тебе делать, вплоть до там изменения круга общения какого-то. Это неприятное ощущение, когда тебя уже расценивают как просто какую-то собственность, и ты не имеешь никакого слова. И действительно жизнь, когда вроде как у тебя все есть, но при этом ты действительно как птица в золотой клетке, которая не может этим ничем воспользоваться и дышать в полную грудь. Я знаю случай, это абсолютный случай, который я сейчас расскажу, так как моя подруга живет лучшая в Америке, и она рассказала историю женщины, которая жила с богатым, ну то есть вот как бы настолько богатым человеком, то есть там ложки, вилки от Dior, и он одаривал ее бриллиантами, он там у них в их особняке висят там картины каких-то там годов, веков, и там машину он ей подарил. Ну, то есть все вот прям человек настолько замороченный, что вот там вот каждая деталь, она была очень-очень дорогая.
И какое-то время она с ним жила и приняла решение недавно уйти от него, уйти в никуда. И, надо сказать, она живет в Лос-Анджелесе, там очень дорого, женщине 50 лет. То есть вот этот up and down случился, когда вот с такого верха она просто сразу же упала вниз, ей сейчас нужно очень много трудиться, зарплата у нее небольшая, и ей приходится даже где-то там по талонам еду какую-то брать, ну то есть какой-то вообще там сейчас она думает, где ей снимать жилье, где взять деньги на жилье, в общем, финансовый просто вниз. Женщина, надо сказать, не жалеет абсолютно, это абсолютная правда. Почему она ушла от него? Потому что он перестал ее уважать, он начал повышать на нее голос, и она перестала чувствовать, что она любит этого человека. Представляете, вот женщина выбрала просто, она говорит, я хочу вот в своей жизни получать настоящее тепло от человека. В общем, вот такая вот история, представляете? То есть это конкретный случай реальный, где женщина просто выбрала настоящее чувство, имея все, живя в роскоши. Я прихожу к тому, что вот если так по пунктам просто разбирать, если бы вот так вот я в конце, да, скажу, если бы сейчас стоял выбор молодой, перспективный, но не богатый, или богатый, но вот со всеми какими-то нюансами, которые меня отталкивают, я выбрала бы вот молодого. Просто нужно понимать, что деньги — это не панацея от всего вот по жизни. Деньги в какой-то момент человек может потерять все деньги. Или, например, тот бедный молодой человек, которого вы действительно искренне любите, он может в какой-то момент стать богатым, заработать. Все очень относительно в жизни, очень относительно. И поэтому я бы выбрала настоящее чувство, но здесь именно с моментом того, чтобы я видела, что у человека есть перспектива и желание развиваться и идти к тому, чтобы вот вы, естественно, обозначали то, что для вас обоих будет комфортно по финансовой составляющей. А если просто выбирать деньги и не любовь, не знаю, мы один раз живем в этой жизни, ну как без любви? Вы знаете, есть вот фильмы или мультик даже вот такой, помните, когда там золотым копытом бил теленок, да, и когда его там все больше и больше, я не помню, подскажите мне, как этот мультик называется, замечательный, когда все больше и больше он просил денег, а потом они все превратились в такую черную груду, и вот мораль того, что чем больше ты денег хочешь, сказка про золотую рыбку тоже, да, остаться с разбитым корытом. Только я думаю, что если на современный лад это переводить, то вы просто можете потерять свою молодость, потерять и себя в том числе, и что получить, ну просто деньги, какое-то состояние. Но, например, не получите чувство, не будете это чувствовать. Ну, не знаю, конечно, это сложный вопрос, все-таки, что касается любви и всего остального, и к этому я вернусь во второй части своего видео, и там я более подробно уже все расскажу. Так что смотрите вторую часть, до встречи, хороших вам выходных, пока!